Анна очень любила выезжать на природу. В детстве они с папой всегда находили время, чтобы выбираться в лес. С грибами, за ягодами, иногда на рыбалку, а иногда вот на дневные походы. Реже, в основном летом, они выбирались и в походы с ночевкой. Настоящие такие, с палаткой. Когда Анна вышла замуж и родила дочку, то стала с ней ходить в лес. Сначала ненадолго, а потом с каждым годом все подольше и почаще. Муж Анны не разделял ее увлечение природой и предпочитал оставаться дома. Анна совершенно не боялась путешествовать одна с маленьким ребенком. Она, конечно, старалась не забираться в самые непроходимые дебри. Старались держаться в таких мест, где хорошо ловит мобильная связь, чтобы муж мог до нее дозвониться. Супруг просто искренне не понимал, что не так в городской жизни и почему надо таскать девочку вместо художественных школ и бассейнов в какие-то непроходимые леса. Он переживал за ребенка, принимая жену такой, какая она есть. Анна утверждала, что самый лучший бассейн – это река, а самая лучшая художественная школа – это природа. Чистая и незатронутая деятельностью человека природа. Иногда их споры на эту тему доходили до абсурдных ссор практически на пустом месте. Правда, они потом сразу мирились, и вскоре в семье появился второй ребенок. Одержимая своими походами, Анна умудрилась даже беременной 2 раза сходить с дочкой в ночное путешествие. С появлением сына муж думал, она остепенится и возьмет себя в руки. Но не тут-то было. Маленький Вадик, так она называла сына в честь своего отца, тоже с раннего возраста был приобщен к походам. Анна напрочно отвергла всякие доводы супруга о том, что парень должен ходить в спортивные секции, заниматься борьбой или чем-то еще, в конце концов, хотя бы в тренажерный зал. Ответ был один и тот же. Лучшая секция – это природа, а лучший тренажер – рюкзак. Однажды Анна с детьми отправилась в поход на озеро, кажется, где-то в Карелии. Туда ее водил отец, когда она была маленькая. Ей очень хотелось, чтобы дети увидели ту самую красоту, те необычайные просторы, открывающиеся взору. Огромный камень, принесенный сюда ледником. Анна считала, что дети обязательно должны искупаться в прозрачной чистейшей воде того самого озера. Она до сих пор помнит, как они плыли с отцом на лодке, но ей казалось, что они парят в воздухе, такая чистейшая вода была в том озере. Одна была проблема. Анна не помнила, где это озеро, она лишь знала примерно детские воспоминания. Но, тем не менее, это лишь добавляло азарта ее затеи. Жаль, вот только лодку она уже не сможет взять с собой. Но такое обстоятельство никак ее не огорчало. Недалеко от озера должна была быть деревня. Жители охотно промышляли рыбалкой, и на берегу всегда стояли лодки. Анна была уверена, что сможет договориться с кем-нибудь из местных, и они разрешат ей воспользоваться лодкой. До самой Карелии они добирались без приключений. Верочка, дочка Анны, уже бывалый турист и во всем помогала маме и младшему брату. Вот первый знакомый с детства ориентир – большущий валун, словно гора. Дети вдоволь полазили по нему, пофотографировались. Далее надо было долго идти по лесу до дороги. Вот уже новый знакомый ориентир – большое дерево. Какие здесь редкость, причудливо изогнутая в виде штопора. Дорога, которая казалась в детстве довольно большой и широкой, на деле оказалась небольшой, заросшей травой тропой. Здесь главное было не пропустить поворот. Анна стала немного нервничать. А что, если поворот уже зарос травой и лесом, так же, как эта дорога? Ведь ею явно никто не пользовался. Уже много лет по ней никто не ездил. Странно, но она точно помнила, как по этой дороге проезжали машины, когда они с папой были здесь. Но ведь камень и дерево не могли ее подвести. Это были надежные указатели,
таки не спутаешь, и двух других в другом месте не могло быть. Неужели воспоминания, которые она считала такими яркими и живыми, подводят ее? Анна, конечно, не боялась заблудиться в крайнем случае. Они с детьми поставят палатку прямо тут, если что, проведут чудесные выходные и отправятся на поиски озера в следующий раз. Однако память Анну не подвела. Она нашла тот самый поворот к озеру, вот только пробраться по нему через дебри и ежевики не представлялось возможным. Все безнадежно заросло, и помочь могла только мачете, которого у них, разумеется, не было. Путешественники решили продолжить путь по заросшей дороге. Скорее всего, она должна была привести их в ту деревню, в которой жили рыбаки, и уж от нее наверняка можно было бы пробраться к озеру. Вскоре компания вышла действительно к деревне. Какое же было разочарование Анны, когда она увидела, что деревня опустела. За годы, что ее здесь не было, деревня превратилась в один из заброшенных населенных пунктов на карте. Как жаль, а ведь не так давно тут бурлила жизнь. Семья прошла по пустынным улочкам, с грустью смотрели на покосившиеся дома и заросшие огороды. Зрелище заброшенной и покинутой деревни навеяло на Анну тоску. Она украдкой вытирала слезы. Наконец, они нашли небольшую тропинку, ведущую к озеру, которая была видна издалека. Солнце отражалось на его поверхности, образуя множество бликов и солнечных зайчиков. Лодки, которые стояли раньше на берегу, прогнили и развалились. У многих даже не было дна, и они стояли погружены в прозрачную чистую воду до самых краев, напоминая о тщетности бытия. «Ну что же», — решила Анна, — «значит, будет повод приехать на это место еще раз, только уже со своей лодкой». Путешественники разбили лагерь, поставили на берегу палатку и собрали хворост для костра. Погода была чудесная, вода очень теплая, ребятишки вдоволь накупались, и Анна решила попробовать половить рыбу, как в детстве ее учил отец. Они стояли втроем на берегу и держали самодельные удочки, выструганные из веток деревьев. Солнце еще только клонилось к закату. Семья дружно наблюдала за поплавками, как в полной безмятежной тишине, как вдруг сзади послышался хруст. Анна обернулась первой и застыла от изумления. На берег вышел медведь. Теперь он был полноправным хозяином здешних мест. Дети обернулись, и Анна обняла их руками и прижала к себе. Животное просто смотрело на туристов, спокойно изучая невиданное для него зрелище. Анна не знала, что делать. Прятаться в палатке было бессмысленно. Деревня довольно далеко, а позади нее просто озеро. Ситуация была совершенно безвыходная. Если медведь бросится на них, то спастись будет невозможно. Женщина впервые в жизни почувствовала тот самый животный первобытный страх. Причем не за себя, а за детей. Вдруг Вадик высвободился из-под руки матери и побежал прямо к медведю. Сердце Анны провалилось в пятки. Она хотела броситься на помощь сыну, но у нее еще была дочь. К тому же она боялась провоцировать медведя. Отец учил ее вести себя с дикими животными предельно осторожно, но это была всего лишь теория. На практике она ни разу не встречалась с ними, разве что только с ежами, которые шастали по ночам вокруг палатки. Вадик подбежал к опешившему медведю и начал трогать его за морду и нос, приговаривая: «Мишка, какой большой Мишка». Медведь чихнул. Они явно были не первые люди, которых он видел. Зверь потянул носом в воздух и шагнул в сторону Анны, как бы не замечая мальчика. Анна шептала сыну одними губами: «Беги, беги», но он не понимал, что хотела донести до него мать. В недрах памяти Анны всплыла одна история, о которой она почему-то забыла. Давным-давно, здесь же на озере, они с отцом нашли на берегу маленький комочек шерсти, как им показалось сначала. Это оказался медвежонок,
весь запутавшийся в леске. Рыболовный крючок воткнулся ему в нос. Он выбился из силы и даже уже не пищал. Сначала им показалось, что он уже не живой. Отец вынул крючок, и медвежонок закряхтел. Осторожно, они вдвоем распутали его и разрезали леску. Освобожденный малыш стремглав убежал в лес. Эта короткая встреча из детства как-то стерлась из памяти Анны. Медведь подошел к ней поближе и снова понюхал воздух. Анна отчетливо заметила светлую полоску поперек носа. Неужели это тот самый медвежонок? Вот так встреча. Непроизвольно Анна протянула к нему руку и погладила по переносице. Медведь фыркнул и опять чихнул. Он смотрел прямо в глаза Анны, потом поворачивал голову влево и снова возвращался взглядом к ней. Затем медведь сделал шаг в ту же сторону, что и поворачивал голову и снова посмотрел на Анну. Даже человек, никогда не имевший животных, сразу понял бы, что медведь куда-то зовет. Анна медленно пошла за ним, сказав Вере, чтобы она осталась с братом в палатке. Но дети не послушались и стали следовать за мамой. Анна хотела прикрикнуть на них, чтобы они оставались на месте, но все еще боялась спровоцировать лесного зверя на агрессию. Так они и следовали вдоль берега озера. Медведь. За ним Анна и чуть поодаль двое ребятишек. Медведь продолжал вести своих сопровождающих по берегу. Вскоре она заметила, как кто-то барахтается на берегу. В сетях, оставленных тут рыбаками в далеком прошлом, запутались два медвежонка. Они рычали и пытались вырваться, тем самым запутываясь еще больше. Анна аккуратно достала нож и стала освобождать медвежат из оков, так неразумно оставленных тут человеком. Когда был освобожден первый медвежонок, он бросился со всех ног к большому медведю. По всей видимости, это была медведица. Вскоре второй детеныш тоже последовал к матери. Звери постояли немного у кромки леса, глядя на людей, и удалились восвояси. Такую встречу дети Анны не забудут никогда в своей жизни. Уж она-то об этом позаботится. Вот такая добрая история. А вам спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и, конечно же, огромное вам спасибо за ваши добрые и чуткие комментарии, а также за лайки и подписки. Всего вам хорошего.